23-летняя Нелли Блай была первая, кто попытался в реальной жизни воспроизвести путешествие Филиаса Фога из романа Жюля Верна «За 80 дней вокруг света». Нелли Блай в одиночку обогнула земной шар и побила время Филиаса Фога на 8 дней. Она поставила рекорд в 72 дня. И это было не самое интересное, опасное или значимое из ее приключений. Нелли Блай была первой много в чем, не только в первом туристическом путешествии вокруг света. Она родилась в 1864 году. В этом году Соединенные Штаты заканчивают гражданскую войну, в России проводят земскую реформу, а в Англии Льюис Кэрролл пишет «Алису в стране чудес». При рождении ее звали Элизабет Кохрейн, и она была дочерью судьи. У Элизабет было 13 братьев и сестер, и поэтому она с детства научилась не теряться в толпе. Когда Лизе Кохрейн было 6 лет, ее отец внезапно умер, не оставив завещания. Ее мать осталась со всей этой толпой детей абсолютно без средств к существованию, и ей пришлось поспешно второй раз выйти замуж. И этот брак оказался чрезвычайно несчастливым. Отчим Лизе оказался грубым, жестоким пьяницей. И когда Лизе будет 14 лет, она выступит на суде свидетелем по делу о разводе, который начнет ее мать. Такое несчастливое детство сформировало крайне нетипичный взгляд Элизабет на брак и семью. В те времена девушки ее положения считали замужество пределом мечтаний и целью своей жизни. Это был символ безоблачного счастья и гарантированной безопасности. Но Лизи Кохрейн на примере своей матери убедилась в том, что брак вовсе не гарантирует женщине ни семейного счастья, ни финансовой стабильности. И поэтому она сделает все возможное, чтобы всегда крепко стоять на своих ногах и ни от кого не зависеть. В ту эпоху у интеллигентной девушки было очень мало возможных карьерных путей, если она решает начать работать. Фактически она могла стать учительницей, и на этом список заканчивался. И Лизи Кохрейн поступает в колледж, чтобы получить учительский диплом. Но проучившись всего семестр, она бросает учебу, потому что она должна помочь матери. Ее мама переезжает в Питтсбург, довольно большой город, где она открывает частный пансион, такую гостиницу, где люди живут не по несколько дней, а подолгу. И Лизи оставляет учебу, чтобы помочь матери. И там, в Питтсбурге, судьба Лизи делает крутой поворот. Когда ей было 18 лет, она прочтет в газете «Питтсбург Диспatch» статью, которая называлась «На что нужны девушки?». И в этой статье энергично доказывалось, что женщинам не место на работе, они должны сидеть дома и рожать детей. И Лизи Кохрейн разражается эмоциональным и гневным письмом в редакцию, в котором она высказывает все, что думает об этой устарелой позиции. И ее письмо настолько впечатляет главного редактора газеты, что он сначала предлагает ей написать пробную статью, а по результатам этой пробной статьи он предлагает ей постоянную работу. И Лизи Кохрейн становится журналисткой Нелли Блай. Этот псевдоним придумал для нее ее редактор. Он взял его из популярной песенки. Эту песенку сейчас бы уже все забыли, если бы не слава Нелли Блай. Ей платят $5 в неделю. Я проверила по калькулятору инфляции, это примерно 150 современных долларов. То есть зарплата у нее была очень маленькая, и тем не менее Нелли с головой бросается в новую карьеру. Ей 19 лет, и она начинает писать о серьезных вещах. Она пишет о возможностях карьеры для образованных женщин, она пишет о разводах, тема, которую она знает не понаслышке. Она пишет серию репортажей об условиях работы и жизни фабричных работниц. И для этого Нелли Блай устраивается на фабрику под видом простой работницы. И эти ее репортажи настолько возмущают хозяев фабрик, что они угрожают отозвать рекламу, давят на редакцию газеты, и редактор вынуждена
снимает Нелли с ее социально значимых тем и отправляет ее заниматься более подобающей для дамы-журналистки работой – освещать балы и цветочные выставки. Возмущенная, она потребует более серьезных заданий. И Нелли Блай на 6 месяцев отправляется в Мексику. И она пишет из Мексики серию репортажей о жизни простых мексиканцев, о их обычаях и их легендах. Нелли Блай напишет об ужасающей нищете, которую она видит вокруг себя, о пристрастии к азартным играм, которое заставляет бедняков продавать последнюю рубашку, о мескалине и о траве марихуане, которую мексиканские солдаты скручивают в сигарки и курят, и она вызывает у них опьянение, которое длится 5 дней, и в течение этих дней они ощущают себя в раю. Эта трава не вызывает никаких болезненных последствий, но тем не менее курить ее запрещено законом. Это было одно из первых упоминаний о марихуане в западной прессе. Нелли придется срочно убираться из Мексики после того, как она напишет гневную статью о журналисте-диссиденте, которого бросили в тюрьму по приказу тогдашнего президента, фактически диктатора Мексики Порфирио Диаса. Он был президентом в течение 31 года. И над Нелли замаячила угроза ареста, и ей пришлось вернуться в Питтсбург, где ее снова представляют освещать театральные премьеры и выставки. И Нелли решает покинуть провинцию и отправиться в Нью-Йорк. В 1887 году Нелли Блай переезжает в Нью-Йорк и начинает оббивать пороги газет и журналов, пытаясь найти себе работу. И ее нигде не берут. И в течение нескольких месяцев она безуспешно пытается найти себе работу. И когда она уже почти отчаялась, ей наконец-то дают шанс. Газета «Нью-Йорк Ворлд» не была солидным изданием. Это было то, что мы сейчас называем «желтой прессой». Тогда этого термина не существовало, и фактически «Нью-Йорк Ворлд» под руководством легендарного издателя Джозефа Пулитцера, того самого, в честь которого впоследствии назовут одну из самых влиятельных наград для журналистов и литераторов, начнет фактически разрабатывать этот формат желтой прессы. Скандальные, эпатажные, вызывающие бурную полемику статьи. И газета «Нью-Йорк Ворлд» предложит Нелли Блай взяться за деликатную и рискованную миссию. Они предложат ей отправиться в психиатрическую больницу для женщин на острове Блэквелл, сейчас это остров Рузвельта, и, притворившись сумасшедшей, написать репортаж изнутри приюта с точки зрения одной из пациенток. Сама эта идея была на самом деле не нова. Еще за 10 лет до этого журналист из Нью-Йорк Трибьюн Джулиус Чембер проник в психиатрическую больницу под предлогом того, что он сам был сумасшедший, и написал разоблачительный репортаж о злоупотреблениях в психиатрических клиниках. Но Нелли Блай предстоит впервые сделать то же самое в психиатрической клинике для женщин. В XIX веке психиатрия была еще в пеленках. Общее представление о том, что психических больных нужно лечить, а не, к примеру, изгонять из них демонов, уже было, но как это делать, хороших идей пока что не было. Даже самые лучшие из приютов для психиатрических больных были фактически складами, куда помещали на хранение психически больных родственников. И сама организация этих учреждений давала возможности для страшных злоупотреблений. Психиатрические клиники, особенно те из них, которые содержались на пожертвования, государственные и общественные деньги, были огромными учреждениями, в значительной мере экономически независимыми, потому что их расходы не могли быть покрыты исключительно благотворительностью, и это были фактически поместья, в которых были свои огороды, свои мастерские, свои фермы для скота. Они занимали большие территории, обнесенные забором и располагавшиеся далеко от населенных пунктов. Персонал в большинстве своем жил прямо там, и никакая информация не просачивалась за стены этих учреждений. Неоднократно обнаруживалось, что частные клиники для психических больных были фактически платными тюрьмами для неугодных родственников. И женщины оказывались в наиболее уязвимой позиции. Если вы думаете, что история, описанная в романе «Женщина в белом», могла произойти только в книге, то это не так.
Подобные истории периодически случались в реальной жизни. Дело в том, что по законодательству XIX века оно развивалось в течение века, но тем не менее в течение значительного времени в XIX и XVIII веке для того, чтобы замужнюю женщину поместить в психиатрическую клинику, достаточно было только заявления ее мужа, который хорошо ее знал, и поэтому никакого врачебного освидетельствования для этого не нужно было. В 1860 году некая Элизабет Паккард поспорила со своим мужем-священником на какие-то теологические вопросы, и тот упек ее в психушку. И она просидела там 3 года, и только через 3 года ей удалось убедить персонал психбольницы, что она здорова, и по суду ее освободили. После чего миссис Паккард начинает энергичную кампанию по защите прав женщин и психиатрических больных. Она опубликует 3 книги. Это происходило в 60-х годах XIX века, то есть примерно за 20 лет до того, как Нелли дают это задание. То есть тема была на слуху. Опять же, это было не первое подобное задание для Нелли. Как я уже упоминала, она делала подобную разоблачительную работу, устроившись работницей в одну из патагонок Питтсбурга. Вы можете найти в интернете заявление, что якобы Нелли Блай была первооткрывательницей журналистского расследования. Это не совсем так, но она, безусловно, была одной из первых, и она внесла огромный вклад в развитие этого жанра. И когда Нелли Блай получает задание внедриться в психиатрическую клинику для женщин на острове Блэквелл, она без раздумий берется за дело. Нелли беспокоили, в общем-то, 2 вещи. Во-первых, она не была уверена, что ей удастся успешно симулировать сумасшествие. А во-вторых, если ей это удастся и она попадет в психбольницу, как она будет выбираться назад? По первому вопросу ее редактор ничем не мог ей помочь. По поводу второго же он сказал, чтобы она не беспокоилась, и ее вызволят, если нужно, они придут с адвокатом. И Нелли берется репетировать перед зеркалом сумасшествие, как она его себе представляет. Представления у нее были самые слабые. Фактически она опиралась на картины художников-романтиков, изображающие безумных дев с замершим взглядом, и театральные постановки. Для того, чтобы внедриться в психиатрическую клинику, Нелли решила не использовать помощь своих друзей, чтобы не оставить следов. Вместо этого она поселяется в небольшой пансион для работающих девушек. Это была, опять же, такая гостиница, предназначенная специально для одиноких работающих женщин среднего класса. Там она записывается под именем Нелли Браун и с первого же дня начинает симулировать меланхолию и паранойю настолько, насколько ей это удается. Она отказывается садиться за один стол с другими пансионерками. Она сидит в углу, уставившись в пустоту неподвижным взглядом. Когда наступает ночь, она отказывается идти в свою комнату и ложиться спать. Она отказывается снимать шляпу и перчатки. И когда ее спрашивают, почему, она говорит, что она боится. Она боится, что люди вокруг нее сумасшедшие. И что в этом доме полно ненормальных женщин, которые могут убить ее во сне. Как я уже упоминала, это был пансион для работающих женщин. И среди пансионерок была медсестра, которая довольно быстро обратила внимание на странное поведение новенькой и начала подозревать, что, может быть, это с ней что-то не в порядке. И эта новость очень быстро разлетелась по гостинице и очень взбудоражила всех постоялец. Они начали требовать, чтобы эту ненормальную убрали из гостиницы, потому что они начинают подозревать, что это она может убить их во сне. И это они должны бояться ложиться спать. И хозяйку пансиона вынудили позвать полицию. И она сдала Нелли на руки полицейским, сказав, что эта девушка, по всей видимости, умственно расстроена. Нелли Блай предстала перед судьей, который должен был решить ее судьбу. Этот судья оказался хорошим, добрым и внимательным человеком, и он на самом деле пожалел Нелли. Дело в том, что Нелли худо-бедно удавалось симулировать сумасшествие, но что ей не удалось, так это скрыть, что она была леди. В
В те времена ваше социальное положение было фактически выбито у вас на лбу. Было очень трудно симулировать, что вы происходите из другого класса. Это требовало незаурядных актерских способностей. И когда Нелли предстала перед судьей, он сразу понял, что эта девушка не из простых, что означает, у нее, скорее всего, есть семья, кто-то ее ищет. Нельзя ее просто взять и запихнуть в сумасшедший дом, потому что, как сказал судья, девушке из приличного общества там не место, она там не выдержит. Потому что судья, в общем-то, имел себе представление, что такое находиться в сумасшедшем доме. И Нелли на самом деле очень испугалась, потому что судья приказал поместить в газеты объявление и попытался найти ее семью. Ей пришлось сказать, что она приехала с Кубы, после чего она начала симулировать амнезию и говорить, что она не помнит, как она оказалась в Нью-Йорке, она не знает, где ее семья. И в конце концов судья решает временно поместить ее в психиатрическую клинику до обнаружения ее семьи. И Нелли Блай достигает своей цели. Ее отвозят на остров Блэквелл и помещают в психиатрический приют для женщин. Нелли осмотрели 2 врача, которые признали ее абсолютно невменяемой. Через несколько дней после того, как Нелли обживется в приюте и поговорит с другими пациентками, она поймет, что если вы не ведете себя абсолютно буйно, то определить, являетесь ли вы психически больным или нет, не может, скорее всего, ни один врач на свете. Потому что среди пациенток Блэквелла она очень быстро обнаруживает женщин, которые были настолько же не сумасшедшие, как она сама. И их судьбы просто заставляют волосы шевелиться на голове. К примеру, Нелли обнаружила там несколько иммигранток, которые плохо говорили по-английски. Они были в какой-то момент задержаны на улице полицией и не смогли объяснить, кто они такие и откуда взялись. Они выглядели испуганными и дезориентированными. И полицейские отправили их в психбольницу, решив, что они сумасшедшие. Там были женщины из самых низших слоев, из нищих семей, может быть, не очень умные, может быть, просто глупые, которые просто не понимали, как они сюда попали. Там была женщина, которая думала, что ее отправляют в тюрьму за долги. И вместо этого она оказалась в сумасшедшем доме. Впрочем, жизнь в Блэквилле не слишком отличалась от тюремной. Дело в том, что психически больные люди по определению считались неспособными адекватно реагировать на то, что с ними происходит, и свидетельствовать за себя, что открывало ужасающие возможности для злоупотребления со стороны медицинского персонала. Фактически медсестры могли делать что угодно, и при попытке пожаловаться на них, они просто говорили врачу, что все это неправда, что это болезненный бред. И врачи спускали все это на тормозах и не обращали внимания. Никто не хотел вмешиваться в повседневную жизнь больных. Нелли Блай поместили в корпус, где располагались тихие пациентки, и к ним относились сравнительно гуманно. Их просто заставляли с 6 утра до 8 вечера неподвижно сидеть на жестких скамьях с прямыми спинками, молчать и ничего не делать. Им не позволяли ни читать, ни заниматься ручным трудом. Они должны были просто сидеть и тихо себя вести. В помещении царил страшный холод. Был октябрь, и в здании постоянно держали окна нараспашку, потому что боялись инфекции. Они старались держать воздух чистым. В результате Нелли постоянно мерзла, и когда она попыталась пожаловаться, медсестры сказали ей, что она находится в благотворительном заведении, и дареному коню в зубы не смотрят, и она не должна рассчитывать ни на что лучшее. Впрочем, они согласились, что у них периодически случаются пневмонии со смертельным исходом среди пациенток. 3 раза в день пациенток водили в столовую и кормили их там отвратительной пищей и вообще их держали впроголодь. Первые дни Нелли вообще не могла есть то, что им давали в столовой. Это была овсяная каша на воде без соли, кусок вареного мяса с картошкой на обед. Ни вилок, ни ножей им не полагалось, поэтому мясо приходилось брать в руки и отрывать зубами. И мясо было слегка потухшим, что даже не пытались замаскировать никакими специями. Нелли отказывалась есть, и она обнаружила с изумлением, что оголодавшие пациентки начинают таскать у нее еду или вымаливать кусочек себе. Раз в неделю всех пациентов отправляли мыться. Делали это, опять же, в неотапливаемой комнате,
Их просто по очереди ставили в ванну с водой, которую не меняли, и окатывали ледяной водой из ведра, после чего растирали жесткой щеткой без мыла. Так обращались, еще раз повторяю, с тихими пациентами, которые не доставляли персоналу особых хлопот. Однажды на прогулке группа Нелли, их выводили гулять на территорию госпиталя, встретила группу из другого корпуса, группу буйных женщин. 50 человек были связаны одной веревкой, которая шла от ремня до ремня на поясах женщин, и сзади к этой же веревке была привязана металлическая тележка, на которой ехали две пациентки, которые не могли ходить. Они тоже были буйно помешанными. Так вот, с буйными пациентками вообще не церемонились. Нелли стала расспрашивать женщин, которые жили в госпитале, и ей рассказали, что, к примеру, одной буйной пациентке при попытке ее успокоить просто выбили глаз, а потом сказали, что так и было. Дело в том, что никаких медикаментозных средств лечить психические болезни на тот момент практически не было, кроме лауданума, которым пациенток пичкали лошадиными дозами. И если буйные пациентки вели себя неадекватно, в первую очередь их пытались усмирить физически. Это, впрочем, касалось даже и не очень буйных пациенток. Одна из тихих пациенток призналась Нелли, и я цитирую прямо из книги, что за то, что я плачу, медсестры били меня ручкой от швабры, а потом прыгали на мне и сломали 2 ребра. Потом они связали мне руки и ноги и, накинув мне на голову простыню, туго обмотали ею горло, чтобы я не могла кричать. А потом поместили меня в ванну, наполненную холодной водой, и держали меня под водой до тех пор, пока я не потеряла сознание. И таких признаний Нелли собрала несколько. На ее глазах одну из пациенток, которой случилась фактически истерика, сначала лупили по щекам, и когда это не помогло, ее просто слегка придушили до тех пор, пока она не обмякла, после чего ее отнесли в коптерку и заперли там, чтобы она успокоилась. Попытки пожаловаться на произвол медсестер приводили исключительно к мести тех же самых медсестер на следующий день. То есть Нелли Блай было о чем рассказать после того, как на 10-й день за ней приехали из редакции и вызволили ее из этого филиала ада на земле. На 2-й день после своего возвращения Нелли Блай опубликует первую часть своего репортажа, и она вызовет фурор по всей стране. И после опубликования 2-й части Верховный суд начнет следствие, на котором Нелли Блай будет выступать в качестве свидетельницы. И это следствие приведет к серьезным изменениям в организации психиатрической помощи в штате Нью-Йорк. А Нелли Блай станет знаменитостью. А на следующий год она отправится вокруг света. Это было ее предложение. Она пришла к редактору и сказала, почему бы мне не попробовать побить рекорд Филеса Фога из книжки «Вокруг света 80 дней». Многие сомневались, что ей это удастся. Во-первых, сам факт того, что девушка без сопровождения самостоятельно путешествует, тем более вокруг мира, по диким странам, было абсолютно невиданно и неслыханно. Кроме того, все удивлялись, а как же багаж? Ведь все знали, что дамы путешествуют с большим количеством сундуков с платьями. Разве это не будет тормозить ее на пути? Но Нелли Блай отправилась в путь с 2 маленькими чемоданчиками и обошлась. И объехала вокруг мира за 72 дня. После чего она уже становится международной знаменитостью, что дает ей огромные преимущества в ее работе журналистом. Фактически она получает доступ к любым людям, которых она захочет интервьюировать, и в любые места, которые она захочет описать. А когда Нелли Блай исполнится 31 год, она возьмет и выйдет замуж за 73-летнего миллионера-индустриалиста Роберта Симена. Многие из поклонников Нелли Блай затаили дыхание. Они были уверены, что это очередной ее трюк, что через несколько дней Нелли Блай выступит с сообщением, что брак был фиктивным, после чего последует очередное сенсационное разоблачение на какую-то тему. Но это был самый обычный нормальный брак. И Нелли проживет со своим мужем 10 лет в мире и согласии, она станет ему
незаменимым помощником, потому что его здоровье начнет ухудшаться, и после его смерти Нелли возьмет на себя командование его компании. Она начнет руководить заводами, которые выпускали металлические контейнеры, бидоны, корзины для мусора и бочки. Она получит 2 патента на усовершенствование своей продукции. Она станет одной из ведущих женщин-индустриалистов в Соединенных Штатах. На ее фабриках рабочие будут пользоваться невиданными льготами и привилегиями. У них будет, к примеру, медицинское обслуживание. У них будет доступ в бесплатную библиотеку. У них будет специальный тренажерный зал. Но в конце концов выяснилось, что Нелли Блай не была очень хорошим бизнесменом. Все эти расходы на дополнительные социальные блага истощат ее наследство, и кроме того, она примет несколько не очень дальновидных бизнес-решений, и обнаружится, что некоторые из ее подчиненных воруют из заводской кассы. И в результате Нелли разорится, и уже в зрелом возрасте она вернется в журналистику. Она вернется, чтобы присылать репортажи с фронта в Первую мировую войну. Она будет освещать деятельность суфражисток и борьбу женщин за избирательные права. Она будет работать фактически до самой своей смерти. Нелли Блай умрет от пневмонии в возрасте 57 лет. Она проживет не очень длинную, но очень насыщенную жизнь и сделает за свою жизнь столько, что хватило бы на 3 средние жизни. Она была женщиной, которая не знала своего места, вмешивалась не в свои дела, бралась за неподобающие ей занятия, не боялась наступать на любимые мозоли богатым и знатным людям, всегда говорила правду, и она стала легендой. Потому что женщины, которые хорошо себя ведут, редко оставляют след в истории. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Внизу я оставлю ссылку на книгу Нелли Блай, которая лежит в открытом доступе в интернете. Она на английском языке, но если вы нажмете в браузере на 3 точечки сверху, то он переведет вам на корявый русский язык. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал через Boosty и Patreon. Всего вам доброго. До свидания.